сети на YouTube появился видеоролик «Украина Open for You» о привлекательности Украины. И я просмотрел его полностью, но на всех вот этих вот аспектах привлекательности я не хочу останавливаться, потому что там может быть долго. И я расскажу о том, что я увидел сразу же, сразу, изначально. Во-первых, я не видел другой страны, где бы ролик о привлекательности страны предлагал распространять президент этой страны. Вот это видео. Вот. Друзі, поширюйте відео. Весь світ має знати про потенціал України. Весь мир должен знать о потенциале Украины. Петр Порошенко. Официальная страница, подтвержденная. Петр Алексеевич, вы на самом деле думаете, что иностранные инвесторы, люди, обладающие сотнями миллионов долларов или миллиардами, будут смотреть ролик на YouTube и увидят вот этот вот ролик и скажут: вау, класс, я хочу инвестировать? Это ради чего вообще было? Ну а теперь о личностях, которые рождены в Украине. Это тоже привлекательность нашей страны. Давайте посмотрим. Создатель WhatsApp и создатель PayPal. Объединяет их нечто одно. В 15 и в 16 лет они Украину покинули. Они уехали из Украины. Ну и в чем привлекательность? В том, что на Украине родились люди, которые из нее уехали. На Украине родилось много людей. Очень много талантливых, достойных людей, которые покинули ее и сейчас, не то что не хотят слышать о ней, далеки от нее, скажем так. Производство медпрепаратов выросло на 15% за 5 лет. Данные 2014 года, если не ошибаюсь, правильно? За какие 5 лет? За 5 лет правления Януковича? 640 тысяч выпускников каждый год. Достижение Украины. Давайте уж миллион, давайте 2 миллиона выпускников каждый год, 10 миллионов выпускников каждый год. Только расскажите, каков процент от вот этих вот 640 тысяч устроился на работу? Каков процент? Создатели ролика о привлекательности страны. А как эти дипломы ценятся на Западе? Не хотите рассказать? Вот эти вот 640 тысяч студентов. Могут они поехать в Европу и показать свой диплом? Смотрите, я хочу работать здесь. Что им скажут? Непереводимая игра местного диалекта может прозвучать. 99,7% уровень грамотности в стране. Кичиться грамотностью в европейской стране в 21 веке – это мощно. Вообще Украина занимает, насколько я знаю, то 9-е, то 10-е место по уровню грамотности населения. Иногда в рейтингах встречается на первом месте Норвегия, иногда Грузия, иногда Канада и иногда Россия. А мы занимаем какое-то там почетное 9-е место. Перед нами стоит Литва, Латвия, если не ошибаюсь. То есть много стран стоят перед нами. Действительно, Украина на 9-м месте, 99,7 по уровню грамотности. При этом, вот смотрите, Казахстан 99,6, к примеру, да. Туркмения 99,5. Тонга 99, Албания 99, Антигуа и Барбуда 99. А нас обошла Куба, Эстония, Латвия, Барбадос, к примеру, Словения, Белоруссия и Литва. 4-е место в мире по уровню образованности нации. Вот здесь вот стоп, я бы хотел увидеть этот рейтинг. На самом деле хотел бы увидеть, во-первых, рейтинга наций нет, есть рейтинги стран по уровню образованности. 4-е место. Вот рейтинг стран мира по уровню образования, официальный рейтинг, ООНовский. За 13-й год. Динь-динь-динь. Украина, 30-е место. Я думаю, может за 2 года, конечно, и стартанули, но что-то сомнительно. Я перелопатил десяток вот такого рода рейтингов. Украина не то что на 4-м месте, в первую десятку не входит. 30 это самое близкое. В некоторых рейтингах Украина почему-то вообще не упоминается. Возможно, составители ролика пользовались другими рейтингами, а возможно, это очередная туфта, которую распространяют в расчете, я не знаю в расчете на что. Просто оприходовать деньги, чтобы самим приятно было. Смотрите, мы распространили, нам самим это приятно. Верить в то, что инвестор посмотрит вот на это по эти потемкинские деревни, улыбающиеся лица, как с рекламных каких-то плакатов тупых, и пойдет инвестировать что-либо, или же полюбит Украину, это глупо, это абсолютный маразм. Конечно, можно сказать: да ты там постоянно на Украину гонишь. Я не гоню на Украину, ребята, но привлекательность можно как-то по-другому презентовать, по-другому. Это уже лучше, чем дебильные лица, которые бегают с автоматами и стреляют серьезно таким на умняке.
но это все равно пока что еще никуда не годится. Старайтесь, старайтесь. Лично президент распространяет ваши ролики. Старайтесь, дерзайте.